прошлом месяце по соцсетям прокатилась лавина сообщений, суть которых сводилась к следующему. Государство снова что-то задумало. На этот раз какую-то биометрию. Отказаться можно в МФЦ и только до конца августа. Мы вас предупредили. Сразу после этого МФЦ по всей стране пережили настоящее нашествие. Обеспокоенные граждане явились с целью написать бумажку, которая запретила бы государству к ним присматриваться. Запоминать лицо, радужную оболочку глаз и другие данные. Сейчас наплыв в МФЦ уменьшился, но тема не теряет актуальности и будоражит умы. Сегодня разберемся, о чем вообще речь и как так вышло, что граждане паникуют при мысли, что родное государство получит доступ к новой информации о них. Начнем с самых основ. Что такое биометрия? Это информация об уникальных физических характеристиках человека, которая используется для его идентификации. Голос, лицо, радужка и сетчатка глаза, отпечатки пальцев, рисунок вен. Мы наконец дожили до момента, когда можно войти в госуслуги по Face ID или оплатить покупки, не вводя данные карты, а просто используя голос. Банки и некоторые другие организации уже довольно давно работают с биометрическими данными. Это помогает дистанционно идентифицировать клиентов и оказывать им более безопасные услуги. За прошедшие годы только Сбербанк собрал свыше 30 миллионов биометрических слепков россиян. Здесь нужно сказать, что сбор биометрических данных никогда не ведется тайно. Это запрещено законом. То есть не стоит опасаться, что банк без разрешения использует ваше фото с камеры видеонаблюдения или запись звонка в поддержку, чтобы получить биометрическую информацию. В 2018 году государство решило, что этой сферой неплохо бы поруководить, и создало ЕБС – Единую биометрическую систему. Идея была такова. Нехорошо, что кто попало, хранит у себя биометрию граждан, а государство вроде как ни при чем. Пусть банки и всякие другие организации передадут собранную информацию государству. Так будет надежней. Логично же? Что может быть безопаснее, чем передать персональные данные нашей государственной системе? Она, конечно же, их не потеряет, никому не покажет, будет всячески защищать, кто бы сомневался. Ну и вообще, от этого может быть много пользы. Например, можно интегрировать систему в госуслуги и предоставить гражданам дистанционный доступ к бюрократическим процедурам, которые раньше требовали личного присутствия. В отдельных случаях биометрия может заменить документ. Например, уже сейчас можно взять кредит в банке или оформить сделку у нотариуса без предъявления паспорта, если ваши биометрические данные есть в единой системе. Однако, вопреки ожиданиям, россиян идея биометрии не обрадовала. Наоборот, заставила нервничать. Шутка ли? Можно продать квартиру, улыбнувшись в веб-камеру. А новость о том, что теперь за порядком в этой сфере будет наблюдать государство, и вовсе лишила граждан покоя. Тут в основном есть два опасения. Первое, что государство, пользуясь тем, что теперь знает вас в лицо, будет за вами следить. Цифровой концлагерь, социальный рейтинг и контроль. Это опасение в целом обосновано, конечно, очень, но только вот эта система с биометрией к нему не очень относится. И не потому, что власти не нравится идея цифрового ГУЛАГа, очень даже нравится. Но потому, что у спецслужб и так есть все правовые основания собирать свои собственные базы и влезать в базы других организаций. Но есть и другая опасность, что государство отвернется на секундочку, и тут-то база с личными данными россиян совершенно случайно утечет. И появится в Даркнете цифровой слепок вашего голоса, по которому можно получить доступ ко всем вашим счетам. И в самом деле, в России государственные базы данных не были общедоступными, разве что во времена, когда представляли собой картотеки в подвале, где ничего было невозможно найти. Как только их стало можно нарезать на диск, их стали немедленно нарезать на диск и продавать направо и налево. С тех пор индустрия продажи персональных данных, списков собственности граждан, их цифрового следа только развивалась. Теперь некоторые сервисы так удобны, что хоть на госуслуги добавляй. Словом, неудивительно, что граждане не пришли в восторг от перспективы, что их личные данные окажутся на попечении такого надежного хранителя, как российское государство. Тем более приближается дедлайн. До 30 сентября все биометрические данные должны попасть в систему. В единую систему. Как раз в это время в соцсетях и мессенджерах появились сообщения, мол, надо срочно бежать в МФЦ и писать заявление, что вы отказываетесь от хранения вашей биометрии. Мол, после 31 августа будет уже поздно, вас посчитают навсегда. Многие россияне спохватились и побежали. Им даже удалось на некоторое время парализовать работу МФЦ. Нужно сказать, что у подавляющего большинства граждан, которые присоединились к августовскому флешмобу в МФЦ по всей России, и так данных в ЕБС не было.
Но на всякий случай скажу, что нет, после 31 августа не поздно. И вообще никогда не поздно, пока закон не предусматривает запрета на отзыв вашей биометрии. Вы можете отказаться от сбора персональных данных в любое время. Казалось бы, ведь сама идея хорошая. Кто из нас в детстве не мечтал заходить в дом по скану глаза? Разве сейчас будущее не становится ближе? Но почему-то все идет не так, когда за дело берется российское государство. Создав единую биометрическую систему и предложив нашим согражданам разместить в ней свою очень чувствительную информацию, государство фактически в очередной раз вкратчиво спрашивает: «Вы же мне доверяете? Вы же считаете меня компетентным, добросовестным и неподкупным?» И десятки тысяч россиян в этом августе вполне определенно ответили на этот вопрос отзывом согласия на сбор данных. Мы постоянно слышим со всех сторон, что россияне послушны власти, терпеливы, доверяют пропаганде, зомбированы, согласны и сплочены вокруг президента. Но случается какая-нибудь биометрия, вакцинация или пенсионная реформа. И где все это? Когда начался ковид, российское государство устроило гонку за то, чтобы стать первой в мире страной, создавшей вакцину. И граждане болели за наших, как будто поставили на победу зарплату за год. Но в тот момент, когда государство гордо сказало: «Все, мы сделали лучшую, самую безопасную в вашей жизни прививку от ковида, подходите по одному, всего 2 укола». И где были эти десятки миллионов болельщиков? Они бастовали против QR-кодов и судились за свое право ходить на работу непривитыми. Многие россияне соглашались скорее рискнуть умереть от ковида, чем поверить, что родное государство сделало что-то путное и хочет им добра. Когда государство начало рассказывать, что в Украине нацист сидит на нацисте и нацистам погоняет, многие только кивнули. Может, и в самом деле там нацисты, кто их разберет? Всей правды мы не узнаем, и вот это все. Так что ладно, государство там, тебе видней. Но когда государство сказало: граждане, в деле борьбы с нацистами нам нужно подкрепление, вы не бойтесь, все мобилизованные будут охранять забор глубоко в тылу, то как вы думаете, сколько наивных россиян поверили в этот мифический забор? Судя по статистике отъездов, таких было меньшинство. Основная движуха, которая началась после объявления мобилизации, была или в сторону границы, или по поводу переезда с места прописки, а вовсе не в направлении военкомата. И когда бы государство не задумало причинить гражданам добро, завести ли базу биометрии или присвоить людям ИНН, оно слышит, как от народа доносится тихий шепот заговора. «Уйди с глаз моих, от костей моих и от волос моих». А потом слышно, как в сторону государства трижды сплевывают. И так по меньшей мере 146 миллионов раз. Разница между той пассивной поддержкой, которую граждане, так и быть, согласны оказывать государству, и реальной поддержкой – это разница между согласием и верой. Потому что ничего не стоит кивнуть телевизору и согласиться с тем, что тебя не касается. Но когда речь заходит о том, чтобы подпустить государство к своему телу, к своему ребенку, к своей свободе, во всех вопросах, когда нужно проявить доверие, тут даже ядерный электорат Путина не находит в себе достаточно наивности. Россияне прекрасно знают цену обещаниям государства. И вот так со всеми важными для государства проектами, требующими активного участия. Граждане сразу понимают, что с них хотят лишнюю шкуру спустить. Так что не расслабляются и по возможности стараются отползти подальше. Различие между согласием и верой сродни различию между политической пассивностью и политической активностью. Российская власть долгие годы культивирует в россиянах политическую пассивность. Так гораздо безопаснее для автократий. Обычно автократиям и не требуется политическая поддержка сложнее, чем фоновое поддакивание. Окей, делай, что хочешь, только меня не трогай. Так заключается негласный договор с властью. Лояльность в обмен на невмешательство в частную жизнь. И он плохо работает, когда от людей требуются активные действия. Когда к человеку подходят и трясут за плечо: «Проснись, твоя очередь в прививочный кабинет». Или «Пошли на войну». Или «Мне нужны твоя одежда, ботинки и мотоцикл». Такие ситуации иллюстрируют одну закономерность. Проблема российской власти не только в том, что податное население иногда плохо слушается, но и в том, что политическая пассивность всегда перерастает в независимость граждан от государств. Чем меньше люди доверяют властям, тем более они самостоятельны в решении своих проблем. Это может поначалу даже показаться хорошей новостью для системы. Пенсионеры не возмущаются низким пенсиям, а идут и зарабатывают, пока ноги держат. Учителя не жалуются на старый ремонт в классах, а собирают деньги с родителей. Пациенты не думают, что государственная медицина им что-то обязана, а платит за все, если хотят жить. Но чем более автономными становятся граждане, тем меньше им понятно, зачем держаться за это государство.
тем менее устойчивым становится политический режим. Он граждан не касается. Если он сменится, это никому не разобьет сердце. Мы видели, пока пригожинские танки шли на Москву, это была проблема только одного человека, Владимира Путина. А остальным было все равно. Они селфи с пригожинскими солдатами делали в Ростове. В каком-то смысле мы все сейчас оказались в ловушке. И наше общество, и наше государство. Дряхлеющий режим, вцепившийся в свои стратегии, которые так долго успешно работали, уже не способен эволюционировать и приспособиться к новым условиям. Он пытался совершить мощный рывок из автократии в тоталитаризм, но на это у него не хватает ни силенок, ни решимости. Власть, может, и хочет заставить граждан ходить строем и делать, как сказано, но она слишком долго учила их не верить. Вот они и не верят. Обращенные к ним приказы не воспринимаются всерьез, а если воспринимаются, то делается вид, что звали кого-то другого, и граждане сразу переходят на другую сторону улицы. Или даже на другую сторону границы. Наше общество деполитизированное, разобщенное, изо всех сил старается не иметь никакого отношения к тому, что творит государство. Россиянам уже не нужно от этого государства ничего, ни плохого, ни хорошего. Они научены горьким опытом и не ждут сверху ничего, кроме вреда и убытков. Этот разрыв между социумом и властью особенно плох тем, что он снижает потребность в переменах. Мы научились жить друг без друга, адаптировались, снизили запросы и теперь готовы терпеть хоть до морковки на заговине. Хорошая новость тут в том, что быстрые перемены к худшему тоже вряд ли возможны. Режим уже сделал максимум из того, что мог, и этого не хватило, чтобы фашизировать общество. Потому что россияне не верят в то, что исходит от государства. Потому что убеждены, власть не упустит случая обмануть, предать их интересы, продать за копейку. Ровно то же недоверие, которое в случае с биометрией и прививками выглядит как какой-то первобытный страх и конспирология, становится самым адекватным поведением в ситуации, когда государство на голубом глазу завлекает нас поучаствовать в настоящей войне. Граждане не верят государству даже тогда, когда им суют толстые конверты с деньгами. Очереди у МФЦ есть, а у военкоматов нет. И это явление одного порядка. Когда-нибудь нам придется вытаскивать самих себя из этого недоверия. И для этого придется строить другое государство. В современном мире для того, чтобы граждане могли своему государству доверять, обычно используются институты демократии. Сама система власти заставляет различные политические силы конкурировать за доверие избирателей в процессе выборов. Но пока мы живем в вывернутом мире, в котором наше недоверие неадекватной власти очень ценная адаптация, даже если иногда она принимает такие странные формы, как синхронный отказ от биометрии. До завтра.